Ну что, как вы там? Живы еще? Извиняюсь, что видео не было так долго, я прокрастинатор со стажем. Но возможно это хорошо, что я выпустил это видео не сразу, когда уже переварился в голове. А что произошло? А много чего интересного. Ну, во-первых, я больше не работаю над Бигфутом. Еще с апреля. Как я уже говорил в прошлых видео, глава этой игры — человек по имени Крис. И в целом мы с ним довольно часто спорили о разных аспектах разработки, но последний спор стал точкой невозврата. Для полного понимания немного предыстории. Над Бигфутом я начал работать не за деньги, а на энтузиазме. Мне хотелось доказать, что я могу сделать хорошую игру про Бигфута, потому что моя предыдущая, не удалась. Но он был мне очень близок, поэтому я был уверен, что только с моей помощью эта игра получит право на жизнь. И да, она стала самой успешной игрой из тех, над которыми я работал. Дискорд-сервер постоянно пополнялся людьми, и мне было интересно время от времени общаться с ними. С некоторыми я даже подружился. В самой разработке, конечно, были терки, но в целом мне нравилось текущее положение вещей. И ничто не предвещало беды. Но вот в один день люди начали жаловаться о том, что Крис без причины отбирает роли у модеров и прессует всех несогласных. Я спросил его об этой ситуации, он объяснил это тем, что модеры зажрались и он проводит чистку. Окей, я принял это и постарался донести эту мысль до всех остальных. А на следующий день я обнаружил, что мои права на сервере урезали почти до обычного участника, и я, будучи разработчиком, как говорил сам Крис, вторым человеком на сервере после него, не мог даже писать новости в канале разработки. Хочу прояснить. Как говорил сам Крис, он хотел разделить разработчиков и модеров, чтобы модеры могли только модерировать, а разработчики — работать. И хоть звучит это логично, я все равно был крайне недоволен. Во-первых, разработчики, которые должны быть весьма почитаемыми людьми, потому что на них как бы лежит игра, из-за которой, собственно, люди собираются на Discord-сервере, теперь встают в один ряд с простыми участниками и не способны даже выдать мут или исправить какую-то ошибку на сервере, потому что это не их дело. И во-вторых, почему я тоже попал под раздачу? За все время я ни разу не злоупотреблял полномочиями и нередко выполнял работу за модераторов, когда те крепко спали. Я думаю, за все прошедшее время я должен был заслужить какое-то доверие, но нет. Для меня это было оскорбительно. И жалобы от людей не прекратились. Я снова спрашиваю, мол, какого хрена ты творишь? На что получаю очередную порцию его незыблемых убеждений, делящих мир на черное и белое. В целом, мне с ним часто было трудно разговаривать именно из-за его упрямости и неспособности видеть чужую точку зрения. И в целом, я был готов стерпеть его упрямый характер, я был готов стерпеть его странные взгляды и убеждения. Но когда на сервере, который уже был мне как родной, являлся моей некой душной, все переворачивается вверх дном, а я просто вынужден с этим мириться, такое я уже стерпеть не мог. Я поставил Крису ультиматум. Или он возвращает сервер в прежнее состояние и берется за ум, или я ухожу из команды. Угадайте, что выбрал этот огузок. Кстати, иронично, что буквально в предыдущем видео я сказал, что возможно мы лучше сдружились. Мне хотелось верить. Я написал объемный пост, где объяснил всю ситуацию и причину моего ухода, прикрепил скриншоты из переписок в качестве доказательств и покинул сервер. Да, всегда грустно покидать знакомое тебе место и коллектив. Но теперь все позади. Хотелось мне верить, но очевидно, этим все не закончилось. Мой пост был удален, а вместо него Крис выкатил реальную причину моего ухода. В одночасье я из лучшего разработчика превратился в подлеца, предателя, одичавшего безумца и даже любителя малолетних. При этом ни одного опровержения или контраргумента моим словам, только его собственные бредовые мысли, созданные его воспаленным подростковым умом. Раз уж мы тут сплетничаем, я тоже хочу немножко. Дамы и господа, Крис одержим идеей завести девушку. Он неоднократно заводил виртуальные отношения, признавался своим виртуальным девушкам в любви на всеобщее обозрение, вызывая испанский стыд, и даже уволил одного из разработчиков просто потому, что он нагрубил его очередной девушке. Крис, если ты это смотришь, скажи, почему вместо того, чтобы сформулировать обоснованные контраргументы, ты перешел на личности и решил попытаться очернить меня настолько, насколько это возможно? Почему вместо того, чтобы хотя бы попытаться вести себя достойно, ты повел себя как самый настоящий обиженный ребенок? Скажи, достоин ли ты вообще этой игры? А от меня тоже проскакивало пару слов о девушках, но это было давно неправда, и вообще вы ничего не докажете. Но если серьезно, все мы иногда говорим или делаем глупые вещи. Вот я, например, вступил в Маттерхорн. На самом деле я о том, что глупо судить человека за каждое слово, за каждую фразу, брошенную вскользь 3 года назад. Оценивайте человека по его общему поведению и не доверяйте каждому слову, даже моему. И вот я ушел из Маттерхорн. Первые 2 недели я почти каждый день узнавал о своих новых диагнозах и многочисленных половых связях моих ближайших родственников. Что тут сказать? Люди больше верят тем, кто громче кричит. Но сразу сделать видео об этом у меня не было возможности, так как сессия, долги, лень и времени просто не было.
И что теперь, когда я покинул игру, над которой я работал больше года? Ну, теперь пора создать свою собственную игру. Знаете, мне всегда нравились суперспособности, яркие краски, кабачки. И несколько лет во мне постепенно формировалась идея игры, но у меня не было особо ни времени, ни опыта, чтобы реализовать ее. Но теперь я работаю исключительно сам на себя, опыта у меня в достатке, времени, правда, все еще не слишком много, но придется изворачиваться. Так что за игра? О, это самая масштабная из всех моих идей для игр. Представьте себе GTA со сверхспособностями, проработанным РП и все это в уличном стиле. Вот это примерно то, что я хочу сделать. Чтобы каждый NPC был как живой, но сука не живой! Игра в целом была бы многогранной, а не как сейчас модно, знаете, слепить игру, где даже карты нормально нет. Зато можно избивать людей бесконечными комбо и красивыми катсценами. Ведь в это играют! Конечно, здравый смысл подсказывает мне, что не всем моим планам суждено сбыться, но я надеюсь воплотить как минимум половину задуманного. Название игры я пока не придумал, да и находится она на самой ранней стадии разработки. И кстати об этом. Мне очень нужна ваша помощь. Видите ли, поскольку я начал почти с чистого листа, мой бюджет составляет примерно 0 денег, и это влечет некоторые проблемы. Большинство разработчиков любят задирать цены на свои услуги, получать деньги сразу, не любят оплату процентами и не любят привязывать себя к проектам на постоянной основе. Эдакие фрилансеры. И не то чтобы я не хотел работать с ними, и не сказать, что я прям совсем на мели, но при таком раскладе я не сделаю даже половину игры. Поэтому я очень надеюсь, что в числе смотрящих меня найдутся неравнодушные и желательно умелые люди, которые могли бы мне помочь в разработке. Или хотя бы те, кто готов поддержать проект финансово. Конечно же, не только за спасибо. Когда игра выйдет, я оплачу весь труд, а у спонсоров будут свои плюшки. Кстати, на горизонте у меня есть еще одна игра, но о ней я расскажу позже. Итак, торжественно объявляю, что я, мистер Бреттон, теперь обитаю на собственном дискорд-сервере под названием Elivrect. Или Elivrect. Называйте как хотите. С радостью приглашаю туда всех тех, кто неравнодушен ко мне или моему творчеству. А если вы все-таки равнодушны, то все равно заходите, вдруг вам понравится. Все ссылки в описании. До связи!